Вот это он сгруппировался. Вот что он взял, посмотри, выпрямись обратно, встань, как вы обычно все стоите бы. Вот обычные люди. Посмотрите, у него шейный лордоз идет, да? Грудной кифоз, станет бочком товарищем. Смотрите, вот шейный лордоз, видите, прогиб туда. Вот он, грудной кифоз, вот так позвоночник устроен. И поясничный лордоз. Вот опусти колени, не надо группироваться, просто расслабь. И вот три дуги у нас. Раз дуга, два, три. И четвертая дуга – это ноги. Зачем оно так устроено тело? Ну, никак не для бокса. Амортизация, правильно. Вот доброе утро. Это чтобы воздействие внешних сил, например, вот я его толкаю в метро, такой хам, прохожу, ну, дынс. Не знаю, что он боксер, понимаете, позволил себе, да? И он, не напрягаясь, балансирует, значит, на эти, знаете, как эквилибрист в цирке, да? Вот то же самое, эти 4 арки у него позволяют ему, не напрягаясь, сохранять устойчивость. Или на яхте он на своей. У тебя какая яхта любимая? Белая или зеленая? Зеленый. Зеленая, да? Правильно Вот. сказал. Да. Палуба качается тоже в обратную сторону. То есть внешнее воздействие позволяет вам быть устойчивым. Доброе утро, солнце. Вот как мощно, Маша. Но, ребят, запомните, вот это вращение, когда мы вот такие у вас поясничный отдел, грудной отдел, вот он, и поясничный отдел. Если вы поворачиваете вот здесь, то ваши позвонки или вот здесь, видите, шейный лордоз. Что происходит здесь? Шейный лордоз – это второй позвоночник, то есть он вот так стоит. И тот позвоночник, который к черепу крепится, это атлант, он тоже вот так стоит. То есть у вас два позвонка, которые не вот так стоят, а стоят вон так. И вдруг вы берете и закидываете шею. Что происходит тогда с этими двумя позвонками, которые... Они вот так, происходит еще больше, что? Разрыв. И делая шею в этом положении, закидывая шею назад, мы постоянно усиливаем травматичное состояние, тем более давая нагрузку. Мы просто травмируем накопительную систему. Вот попробуйте в этом положении сделать круговое движение головой. Это как вы стоите. Давайте, попробовали все. Вот просто стоите, видите, шея не сильно, голова не сильно назад свободно идет. Согласны? А теперь сделайте вот так, лопатки назад сведите. Вот. И вот теперь в этом положении сделайте круговое движение шеи. Посмотрите, насколько более свободно и не, как сказать, удобнее стало. Согласны? А? Поэтому что мы сделали, когда вы лопатки сели? Вы выпрямили шейный лордоз. Точнее, кифоз вы выпрямили, и естественным образом у вас выпрямился и шейный лордоз тоже. У вас выпрямилась шея. И в этом положении, только в этом положении разрешается наклонять, делать круговые движения головой, тем более закидывать голову назад. Поэтому, разминая шею, делаем лопатки назад, на меня все смотрим, темечком тянемся вверх, наклонить ухо, потянуть, не сильно натянуть, оп, обратно, наклонить, шире ноги поставь, потянуться ухом, обратно вернуться. Голову поворачиваем, сова смотрит на Луну, называется. Вот я повернул голову 45 градусов, сколько свободное положение, и глазами, смотрите, смотрю назад на 108 по диагонали наверх. Еще и глазами тянусь наверх и в сторону смотрю. Хитренький мой. Ты как-то из-под лобья смотришь. Вот, поверни голову. Вон туда, смотри, что там, видишь, на этом паук ползет. Вот, ищи паука. Вот, в другую сторону сделали. Упражнение, положение называется «Сова смотрит на Луну». Вот. Теперь, посмотрите, то же самое, опустили подбородок. И вот теперь смайлик нарисовали по воротнику. Вправо, например, или влево. И в другую сторону. Давай, давай, крутись, улыбаться не надо. Ты просто улыбку рисуешь сам. При этом лопатки назад. И только в этом положении разрешается советы от лучших кинологов России. Травматологов. Ну, они же. И сюда. Видите, вот этот позвоночник находится. Вот он лордоз, вот он кифоз у вас. То есть опять два позвонка, которые 2-3 позвонка. Там один конкретно вот так, второй. То есть вот опять. И вот здесь скручиваясь, ребят, скручиваясь вот здесь, мы опять его надрываем. Поэтому либо мы выпрямляем, выпрямил лордоз, кифоз выпрямил, лопатки назад сделай. Вот видите, спина прямая стала, то есть позвоночник стал единым целым. Только в этом, либо вот в этом положении разрешается вращаться. Покрутился. Вот, голова не крутится. Попробовали крутиться. Голова не крутится. Да, от руки до руки, вот, прямая линия.
Вот. Либо сделали группировку. А что такое группировка? Это берем и поясничный отдел, просто убираем таз назад. И у вас плечи, посмотрите, встань бочком, товарищ. И посмотрите, у вас позвоночник тоже стал единым. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Чуть-чуть они. Видите, нет излома. И вот это называется группировка. И опустив подбородок, посмотрите, единое целое произошло. У вас две дуги. Это спина и вот такие колени. Если сложить вас, получится шарик. И если вы делаете, сгибаете руки в локтях, ребят, посмотрите, как ваше тело устроено. Локоть на уровне бедра. Косточка среднего пальца на уровне плеча. Опустив подбородок, подбородок оказывается на уровне плеча и кулака. То есть это то положение, которое, естественно, есть в вашем организме для совершения какого-то действия. В данном случае он расслаблен. За счет чего? Потому что он повесил мышцы спины и плечей на этот позвоночник, как на вешалку. Это и называется группировка. И только в этом положении вот разрешается вот эти вращательные движения делать. Если вы стоите вот так и вращаетесь, вы опять делаете ту же самую хрень. Мысль понятна? То есть накопительная система, происходит что? Появляется потом протрузия, а в дальнейшем, что у всех спортсменов? Протрузии, грыжи, позвоночник. Вроде спортом, хорошим делом занимаются, да? А в итоге лет через 20, 10, 15 у меня, я никогда тяжелее стакана и ложки ничего не поднимал. Вдруг у меня какие-то проблемы с позвоночником. Это у тех людей, которые штанги еще качаются. А тренер сюда гриф положил и вращайся. И вот ты, тем более еще давление на позвоночник идет сверху. И ты вот в этом положении начинаешь крутиться. То есть идет накопительность. Только либо вот так ваша спина, либо вот так. Это безопасное вращательное движение. То же самое тазом работает. Ну, так, где группировочку мне все изобразили. Оп, таз назад. Спина полукруглая. Покрутили. Голова не крутится. Крути, поворачивай, поворачивай. Ну, удобнее вращаться? А, ребят? Вновь прибывшие. Удобнее вращаться? Опять прогнули спину. А теперь опять покрутились. Посмотрите, как вас назад начинает тащить, ломать. Согласны? А группировка это что такое, ребят? Вот на карты присели. Сели на карты. Вот ноги пошире поставили. Смотрите, у вас у всех, как и у меня, посмотрите, какая спина стала. Вы не можете даже сесть, прогнуть поясницу, как вот так вот. Тем более попрыгали. Попрыгали, попрыгали. Попрыгали на носочках. Давай, давай, отягощенная наша. Локти, вот согни руки в локтях. Оп, выпрямили колени. Все, вот это группировка. Группировка не бывает какая-то. Видели, как горнолыжник по склону едет, а? А как борец на ковер выходит такой, чик, да? Он меня научил. Легкоатлет стартует. Покажи, как легкоатлет стартует с низкого старта. Че ты? Олимпиаду не смотрела позапрошлом году? Как? Во, правильно. А пловец ныряет с бортика. То есть у всех вот такая спина, ни у одного такая. Почему? Чтобы делать какое-то действие. То есть группировка – это положение тела, при котором ваши мышцы максимально расслаблены. Не потому, что я расслабился, дынь, или спать лег, или в космосе, там в невесомости максимально расслаблен. Мысль понятна? Это не только положение, которое помогает вам не иметь эти самые проблемы с позвоночником, это еще и боксерское положение. Это готовность к действию. Вы расслаблены, чтобы сделать какое-то движение. Какое? Защитное, ударное. Мысль ясна?